Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Как видите, я сегодня при полном параде. И вы, наверное, догадываетесь, что это означает. Означает это то, что сегодня будем делать шашлык. И не просто шашлык, а люля-кебаб. И не просто люля-кебаб, а люля-кебаб из рыбы, друзья. Посмотрите на этих 4 красавцев судаков. Вот из этих судачков мы сегодня будем делать люля-кебаб. Я сегодня вооружился 2 филейными ножами, друзья. Один бразильский, другой турецкий. Этот более тонкий, более гибкий, этот более жесткий. Посмотрим, какой лучше себя поведет. Судачков наших, друзья, мы сегодня должны снять филе. Молоки пойдут нашей Манечке. Маня, а ты где? Вот такая чистая филешка. Без костей и уже без кожи. Друзья, турецкий лучше кожу снял, чище. Он более гибкий и тонкий. Да, турецким лучше однозначно. Кожа тонкая-тонкая остается. Килограмма 2,5 получилось, друзья. Нам этого хватит. Тем более, что, друзья, в рыбу мы сегодня добавим курдюк. Я это один раз уже делал. Получается вкусно, жирнее, чем просто есть с рыбой. И мне недавно кто-то из подписчиков посоветовал, вернее попросил, что сделайте в следующий раз люля из рыбы с добавлением курдюка. Вот я исполняю желание этого подписчика. Друзья, курдюк можно перемолоть вот на такой крупной сетке. Посмотрите, она максимально крупная.
Я думаю, курдюка достаточно. А вот рыбу, друзья, я уже буду молоть на самой мелкой сетке. На так называемый паштетный. Почему? Потому что для профилактики. Да, там наверняка все-таки какие-то косточки остаются. Вот эта сетка нам поможет от них избавиться. Теперь лук. Как вы помните, друзья, я настоятельно всем рекомендую лук в люля-кебаб, в котлеты не перемалывать через мясорубку. Не поленитесь, нарежьте его мелким кубиком. Все будет намного сочнее. Друзья, слышите, как скрипят мои окна? Мои вот эти полиэтиленовые окна. Я такое ощущение, что я на каком-то парусном, старом деревянном парусном судне. И вот этот весь такелаж там от ветра скрипит, не знаю, перемещается все. Посолим наш фарш. Поперчим. Друзья, и так как люля у нас сегодня рыбный, я добавлю в него немножко укропа. Укроп в рыбном фарше — это очень приятно, очень подходит. А теперь, друзья, самое главное для люля-кебаба. Вымешивание. Значит, нужно хорошенько все вымесить. Друзья, благо, что рыбный фарш, он сам по себе очень клейкий. И люля из него в этом плане проще делать. Это не как мясной. Да? Вот мясной — это наука целая. Все, друзья, фарш дошел до нужной нам кондиции. Все, пусть отдыхает. Опа! А вот и мангал, друзья. Как вы догадываетесь, на улице сегодня шашлык делать невозможно. Потому что очень сильный штормовой ветер. А первый враг шашлыка — это ветер. Вы, наверное, не хуже меня знаете. Так что делаем сегодня шашлык здесь, друзья. Все, лепим люляшки. Друзья, посмотрите, какие я сегодня мичири решил использовать. Шампура. Огромный. Знаете, мне неохота возиться с 10-15 шампурами. Я решил, надо вам все сделать.
Друзья, всего два, но зато смотрите какие. Они огромные. Один, наверное, 3 заменит. Так что у нас здесь есть такие простые шампура, штуки 3, штук 6. Угли пока у нас яростные. Оставим помидорки. Так. Так, готовимся к встрече помидорок, друзья. Лаваш. Опа. Ну, друзья, с Богом. Ой, как горячо. Отлично. На люля как раз угли такие и должны быть. По классике жанра лука кинза. Просто обязательно. Друзья, смотрите, как красиво обжаривается. Вот так, на бочок. Постелька для наших люляшек, друзья. Вот этот дальний уже готов, друзья. Снимаем. О, какой тяжелый. Мега, друзья. Мега люля-кебаб. Вот уже название для ролика придумал. Мега люля-кебаб. Как вам? Значит, вот так. Чуть-чуть вперед. И снимаем. Есть. Есть контакт. Ой-ой-ой-ой, какой атомный, друзья. Я сам с него балдею. И вот этот. Yes. Опа. Так, чуть-чуть назад. Здесь тоже чуть-чуть надо как бы его подорвать. И аккуратненько. Вот так. Чтобы он у нас... Ага, есть. Есть, друзья. О! Кто такой толщины люля-кебаб ел? А знаете, чем толще, тем сочнее, да, по идее. И вот еще. И сумах здесь, друзья, он уже просто обязательный. Люля-кебаб, тем более рыбный. Вот так сверху.
Друзья, люля, тем более такой мощный, атомный. Надо есть, пока он очень-очень горячий. Сейчас я его, знаете, как поем. Сегодня будет такое видео, да, как фастфуд. Сейчас я его так прям возьму. Вот эту огромную люляшку. Вот так я ее положу. Завидуйте мне, честно, посмотрите. Это невероятно. Невероятно. Такой мощный. Так, еще что? Потом я что сделаю? Потом я возьму вот такую помидорку. Смотрите, как она чуть-чуть подгорела, какая она красивая. Супер. Только надо эту плодоножку вытащить. И вот так, друзья, я ее раздавлю. Вот так. Вот так. Смотрите, смотрите, что я творю, смотрите сюда. Это же вообще невероятное что-то. Так. Потом берем. Вот так делаем. Вот так. Я в предвкушении, как я это буду кушать. Улыбка появляется вне зависимости от меня, друзья. Так. И сумах. Сумах побольше. Кисленький. Вот так. Все, закрываю. И поехали. Это я уже 100 раз, правда, говорил. Такой бакинский, азербайджанский фастфуд. Ой, да. Друзья, я что-то переборол. Я его не смогу откусить, он слишком мега получился. Посмотрите, какой он мега мощный, мега сочный. Во-первых, лук, то, что мы нарезали, а не перемололи. И вот его толщина, вот эта мощь такая, она не позволяет влаге выйти вот из этого мяса, из этой люляшки, друзья. Друзья, супер. Ну, я уже, конечно, люля-кебаб из рыбы делаю не второй и не третий раз, уже раз, наверное, 7-8 делал. И, в принципе, я всегда доволен остаюсь. Всегда вкусно. Но вот с курдюком еще жирнее получилось, еще вкуснее. Сегодня я взял 2 огромных шомпола, как вы видели, да. Знаете почему? Во-первых, хотел, конечно, такой вау-эффект, как говорится, что такой мощный получился. И еще, если честно, неохота возиться. Вот эти 10-15 шампуров нанизывать, это все такая морока. Я вот 2, ну по объему я вам говорю. На каждом шомполе вмещается, наверное, по объему мяса 3 обыкновенных, то есть 3 таких стандартных шомпола. Так что люля сегодня было немало по объему, друзья. Вообще, люля-кебаб такая вещь, я вам одну вещь скажу, да. Вот на люля-кебабе можно проверить мастерство шашлычника, насколько он компетентен в своем деле. Потому что люля-кебаб, если он из мяса, конечно, это очень непросто, я вам скажу, делать. Значит, чем фракция крупней, вот фарши, да, на люля-кебаб, люля-кебаб всегда вкуснее получается, это как закон. Из-за этого вот у нас говорят дойме люля-кебаб, то есть когда мясо не перемалывают, там мелко-мелко нарезают. Раньше еще, говорит, камнями делали, камень об камень, мясо вот так разбивали в такую, как кашицу, и из него делали. Это высший пилотаж, высшее мастерство. Но такое мясо налепить на шомпур очень непросто, друзья, такой фарш я имею в виду. Поэтому люля часто делают через мелкую мясорубку. Чем меньше фракция, тем больше склейкость, да, вот этого фарша, да, то есть сцепка лучшего мяса. Да. Я за свою жизнь, я вам скажу, в Азербайджане, да, в Баку живу. Можно сказать, у нас такая шашлычная страна. Но именно супер люля, вот супер, чтобы сказать, не так, чтобы просто хороший. То есть я люля-кебаб имею в виду не просто хороший, а вот чтобы его назвать супер, я в жизни ел, ну, раз 5-6, вот не больше, честное слово, друзья. Ел хороший, ел не очень хороший, но вот бесподобный ел всего 3-4 раза. Там мастер умудрялся вот такими крупными кусками, да, в смысле вот фракция крупная,
налепить вот это на шомпур, и чтобы это не свалилось. Это чудо. Так что ля-кебаб, друзья, это индикатор профессиональности кебабчей, шашлычника. Вот так, друзья, такое вот видео сегодня. Оно, я думаю, получится не очень длинным, да, но очень вкусное и красочное. И шашлык, то есть наш ля-кебаб, вышел бесподобным. Очень-очень сочный и вот такой вот мега мощный, да. Смотрите сами. Спасибо большое вам за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.